Привет! Сегодня у нас в новостях дерево в спорте и развлечениях, многоэтажном строительстве и искусстве. Канадские номинанты на Оскар в этом году. Канадцы с Нобелем за защиту окружающей среды. Что связывает Киану Ривза и антигрибковый препарат? Чемпионат по гребле в помещениях, а также сурки и лоси. Что происходит в зимнем канадском лесу? Расскажем о 3 изделиях из дерева, сделанных канадцами и получивших всеобщее заслуженное признание. Как образ канадского лесоруба изменился со временем, так и поделки из дерева приобрели шик и лоск, но будучи сделаны канадцами, полностью сохранили функционал и даже были признаны самыми-самыми. Команды из Нью-Брансвика с чудесным названием «Безумные канадцы» завоевали награды на чемпионате по катанию на деревянных санках, называемых тобоган. Спортивный успех заключался в 3-м месте. Это оценка по скорости спуска. Несмотря на любительский статус соревнований, там очень высокая конкурентная борьба и мелочей в подготовке нет, о чем вы можете узнать из видео этого замечательного саночника-участника. Мы обратили внимание на новость не сколько за спортивные успехи, а за первое место в категории «Лучший дизайн». Для красоты был использован клен вместо ясеня, а для удобства посадки саночников использовали плетеный гамак. Как результат, первое место за дизайн. К сожалению, не можем показать на своем канале из-за ограничений копирайта, но вы можете увидеть из видеоролика в описании. Главное же на соревнованиях тобоган – это дух праздника, о котором можно судить по заглавной странице сайта, большая часть которой посвящена лучшим костюмам участников. Так и должно быть. Санки – доступное всем развлечение. Надпись на картинке гласит, что каждый канадский ребенок почти погиб, катаясь на санях. А вот так взрослые устраивали саночные вечеринки в Канаде 140 лет назад. Также из видео на этом канале вы тоже знаете, где можно прокатиться на тобоган с сумасшедшей скоростью. И да, это в Квебек-Сити. Следующее изделие из дерева побольше. Это дом. Не просто дом, а высотка. На момент завершения строительства в 2017 году это было самое высокое жилое здание из массива дерева в мире. 18 этажей. Вмещает 404 студента Университета Британской Колумбии, который находится в Ванкувере. Ну и следующий в списке – произведение искусства. Реновация зала филармонии Нью-Йоркского симфонического оркестра. Сам зал после реновации стал выглядеть как музыкальный инструмент, а оркестр в нем наконец-то получил достойную акустику зала, соответствующую высочайшему уровню. Выполнена реновация канадскими архитекторами, а где-то за деревянными панелями на потолке на одной из балок лист канадского клена. Сайт филармонии выглядит прикольно, а билеты не кажутся запредельно дорогими. Будете в Нью-Йорке, имейте в виду, где можно послушать музыку. С марта этого года двери открыты для посетителей. Если вам понравились деревянные поделки, я могу сориентировать по цене. Просто прокатиться на тобоган в Квебеке вам обойдется в $2. Купить тобоган в магазине Canadian Tire около 100 канадских долларов. Сани же чемпионы наверняка стоят как автомобиль. И то, если удастся уговорить их продать. 18-этажное здание стоило $50 миллионов. А вот реконструкция зала филармонии обошлась в $500 миллиона на любой кошелек. Грядет награждение «Оскар». Ну, а мы напомним, кто же из Канады номинировал на премию. В категории мультипликации 4. Домиши с мультфильмом «Я краснею». Действие происходит в Торонто, и вы даже можете увидеть силуэт CN Tower.
Крис Уильямс с мультиком «Морской монстр». До этого Крис работал над мультфильмом «Моана». Вы наверняка его знаете. Тема «Моря и чудовища». Надо будет посмотреть. Венди Тилби и Аманда Форбис с летающим моряком. Философский короткометражный мультфильм. Доступен к просмотру на Ютубе. Ссылка в описании. Говорят, он основан на реальном событии, когда моряка отбросило на 2 километра взрывом в Галифаксе, и он при этом выжил. В категории фильмы единственный номинированный канадский актер Брендан Фрейзер. Мы его помним по фильмам «Мумия». В этом году он с фильмом «Кит». Джеймс Кэмерон номинирован как режиссер «Аватара». И Сара Поллей как сценарист в фильме «Женщины говорят», где она также и режиссер. В категории документальные фильмы продюсер и режиссер Ина Фичман с фильмом «Огонь любви». Ну и также режиссер Дэниел Рохер с фильмом «Навальный». Еще один номинант Адриан Морат номинирован на Оскар как гример за работу в фильме «Кит», где он наложил грим и создал протезы для имитации ожирения. Еще я бы хотела упомянуть одного работника киноиндустрии, инструктора по дайвингу, Кирка Крака. Он работал над фильмом «Аватар» и добился впечатляющих результатов. Актеры на съемках под его руководством научились задерживать дыхание до 5 минут, а Кейт Уинслет смогла задержать дыхание на 7 минут и 14 секунд. Потрясающе! Ролик в хорошем качестве, смотрите по ссылке в описании. От новостей кинематографа перейдем к новостям науки. 2 канадских ученых получили Тайлер-приз, который еще называют Нобелем за защиту окружающей среды. Их работа и посыл очень прост. Перестаньте рыбачить в открытом океане. Можно только в прибрежных водах. Эта новость прекрасна. Моря цветут и больше, чем обычно. Никто не знает, хорошо это или плохо, но картинка красивая. Узнали залив Святого Лаврентия? В Германии ученые открыли новый класс молекул, обладающих противогрибковой активностью. Соединение оказалось настолько смертоносно для грибков, что ученые назвали молекулу кианумицин в честь канадского актера Киану Ривза, героя которого также смертоносны и в фильмах. О спорте. Спортивные достижения февраля представлены канадским атлетом Михаэлом Кингсбури, ставшим чемпионом мира в могуле. Это уже n-кратная победа на чемпионатах, и в этой спортивной дисциплине он самый титулованный спортсмен в мире. А у нас в Миссисаге прошел чемпионат мира по гребле внутри помещений. Да-да, есть и такой. Вполне уже официальный вид спорта. Тут стоит отметить доступность, как для всех возрастов, так и по проживанию. Спортом можно заниматься в любом помещении, а в чемпионате можно принять участие через интернет, удаленно. Миссисага, город, в котором это происходило, принимал чемпионат впервые. И о погоде. В феврале есть один знаменитый день, когда сурок выходит из своей норы и предсказывает, как долго еще продлится зима. Да, это день сурка. В канадской провинции Квебек сурок Фред в этом году умер. И глядя на графики температур февраля, легко видеть от чего. Так, в начале февраля температура в Торонто упала до минус 20, а уже через 2 недели была плюс 15. И это на самом юге Канады. Всего 300 километров на север от Торонто. И на территории Алгонкинг-парка температура упала до рекордных минус 41,5. В тот день в Алгонкинг-парке было холоднее, чем на Южном полюсе. В Квебек-Сити февральская погода холодна, и, как можно видеть, минус 20 там не редкость. Так что мы вас предупредили, если вы захотите отправиться туда на зимний фестиваль, одевайтесь теплее. На этом все. Мы прощаемся с вами. И о лосях.